Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Каждый день недели имеет свою уникальную энергетику, и, соответственно, с каждым днем связано множество поверий и примет. Давайте раскроем эти тайны дней недели вместе. Что можно и нельзя делать в понедельник? Во многих культурах понедельник считается неблагоприятным днем из-за его связи с отрицательными эмоциями и неприятностями. Согласно приметам, в понедельник следует избегать начинать новые дела, путешествовать, брать и отдавать долги, давать деньги взаймы и упоминать ведьму нечистую силу. Некоторые верят, что если чихнуть в понедельник, то в течение недели обязательно получит подарок. Также существует поверье о том, что успех или неудача в понедельник предопределяют ход недели. Если в понедельник что-то начать, то завершить это дело будет трудно. Что можно и нельзя делать во вторник? Вторник считается наиболее благоприятным днем недели для начинания и открытия дел. Народы Европы считают этот день днем удачи и благополучия. Если ваш муж родился во вторник, жизнь с ним будет процветающей и богатой. Однако, если встретить левшу утром во вторник, весь день ожидаются неудачи. Первый гром во вторник обещает теплое лето. Если во вторник запнулись, выходя из дома, то скоро вам может поступить выгодное предложение. Чтобы в доме были деньги, ногти следует стричь именно во вторник. Хорошие хозяйки кидают курам рис по вторникам, чтобы они лучше несли яйца. Переезжать в новый съемный дом рекомендуется только во вторник, так как это позволит избежать проблем с хозяевами. В дорогу лучше отправляться во вторник или в субботу. Наконец, важные дела лучше начинать со вторника, но не в понедельник, так как первый день недели связан с отрицательными эмоциями. Что можно и нельзя делать в среду? В прошлом среда считалась неудачным днем недели, так как именно в этот день Иуда предал Христа. Согласно древним поверьям, среда подобна понедельнику, и начинать в этот день крупные дела, переезжать в новый дом не рекомендуется. Если хозяйка выпекает пирожки в среду, то третий по счету пирог должен достаться самому младшему члену семьи для благополучия всех домочадцев. Однако следует избегать упоминания ведьмы нечисти в этот день, иначе можно испортить весь день. Среда может привлечь удачу, если печь пироги. Также в этот день хорошо знакомиться с будущими тещами и тестями. Однако переезжать в новую квартиру или дом в среду не рекомендуется, так как это может привести к быстрому выселению. Среда не считается хорошим днем для важных решений, таких как выходить замуж, женить сына, забивать поросенка или устраиваться на работу, так как это может привести к неудаче и быстрому увольнению. Что можно и нельзя делать в четверг? Ранним утром в четверг на Руси люди пополняли запасы соли и крупы в доме, уверенные, что это принесет им здоровье и благополучие. Особенно удачный час наступал перед восходом солнца. Если вы родились в четверг, то в будущем будете ласковым и добрым супругом или супругой. Однако важно помнить, что начинать любые дела в этот день не рекомендуется, так как они могут закончиться спорами. В четверг особенно важно быть осторожным в использовании слов, так как любое сказанное напрасно может сбыться. На Руси запрещалось делать квас в четверг, чтобы ворона не искупала в нем своих деток. Эта примета была довольно распространена и говорилось о том, что квас, приготовленный в четверг, может стать опасным для здоровья. В этот день лучше всего возвращать долги. Если вернете долг в четверг, то свое благополучие вдвойне увеличите. На весеннем празднике, в Страстной четверг, колокола в церквях замолкали. Это было связано с традицией скорбной памяти о страданиях Иисуса Христа. Таким образом, хоть четверг и считался благоприятным днем, важно помнить о запретах и приметах, чтобы не привлечь несчастья и беды на свой дом. Что можно и нельзя делать в пятницу? Легенда гласит, что в пятницу произошло грехопадение Адама и Евы, поэтому в этот день существует множество запретов. Нельзя петь, веселиться, стричь ногти, мыть голову, шить, вязать, зачинать детей и сажать курицу на яйца. Пятница считается днем нечистой силы, и церковь рекомендует поститься по пятницам, чтобы избежать болезней и несчастий. Говорят, что дети, рожденные в этот день, не будут счастливыми, потому что пятница – день дурных знамений. Но с другой стороны,
Первое свидание лучше назначить именно на пятницу, так как это время Венеры. Согласно приметам, если прислуга начинает работать у новых хозяев в пятницу, ее ждут неудачи, а свадьба в пятницу приведет к неудачам в браке. Если в ночь под пятницу приснится сон, а на утро его рассказать кому-либо, то он сбудется. Стричь ногти в пятницу не рекомендуется, так как это приведет к несчастью. Также нельзя сажать картофель в этот день, потому что урожай будет потерян. Шить и вязать тоже не стоит, так как это может привести к заусенцам и болезням ногтей. Говорят, что тот, кто в пятницу с самого утра веселится, позднее будет плакать. Однако, если девушка не может выйти замуж, ей нужно вязать по пятницам, чтобы суженый нашел к ней дорогу. Если в пятницу гром гремит, то нужно погреметь в ответ мелочью в кошельке или кармане. Эта примета говорит о том, что вскоре к вам придет крупная сумма. И, наконец, в пятницу надо хлебом делиться и угощать соседей тем, что приготовили в этот день. Тогда в доме еда всегда будет в достатке. Что можно и нельзя делать в субботу? Суббота была днем, когда все вокруг было наполнено тайнами и загадками. Она была связана с планетой Сатурн, которая придавала ей легкость и спокойствие. Солнце всегда выглядывало в этот день, хотя бы на короткое время, принося свет и тепло в окружающий мир. В субботу было время для серьезных разговоров и принятия важных решений. Люди, которые в этот день ссорились, вскоре мирно урегулировали свои разногласия. Если человеку приснился сон о том, что произойдет в субботу, он обязательно сбудется. Также в этот день следовало крестить детей, поскольку это придавало им особую силу и защиту. Но были и запреты. Нельзя было менять пододеяльник, иначе это могло принести невезение. Рожденные в субботу люди не склонны к изменам. В этот день было принято купать собак, чтобы они не заболели и не привлекали воров. Если в субботу наблюдалась радуга, следующая неделя обещала быть дождливой и холодной. Но были и приятные суеверия. Если в доме бросить немного риса за порог, то к вам придет богатство по рисовой дорожке. И, конечно, в субботу было лучшее время для начала путешествия, поскольку дорога обещала быть легкой и удачной. Также, если в этот день переехать на новое место, можно было рассчитывать на долгое и счастливое пребывание в новом доме. Что можно и нельзя делать в воскресенье? Воскресенье – день благоприятный, когда все мысли следует посвятить Богу и спасению своей души. Начинать работу в этот день нельзя, так как тот, кто попытается это сделать, растеряет и забудет все, что знал и умел. Если бросить в окно щепотку сахара, то жизнь станет слаще. Но есть и то, что делать не стоит. Нельзя есть рано утром в воскресенье, потому что потом придется все съеденное переплакать. Также не стоит взбивать перину и обрезать ногти, иначе можно потерять свое счастье и здоровье. Также есть приметы, которые связаны с личной жизнью. Жениться в воскресенье – к счастливой семейной жизни. А больным нужно побольше чихать, чтобы выздороветь. Также тот, кто родился в воскресенье, призван служить красоте. А если в воскресенье натощак чихнуть, то любовь не покинет. Есть примета, которая связана с болезнями. В воскресенье у больного всегда повышается температура. Если это не происходит, болезнь может вернуться. Если у вас есть долги, нужно перемыть всю обувь в доме, тогда все быстро нормализуется. И не забывайте, если в воскресенье могила останется незарытой, кто-то умрет в течение месяца. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео. Моя жизнь наполнена счастьем, и каждый день приносит мне радость. Да будет так.